Всем привет! С вами IG Daily, и сегодня мы поговорим с вами на тему немецких автомобилей, а именно, какие авто предпочитают сами немцы, действительно ли китайские автомобили могут вытеснить немецкие автомобили в Германии, и главный вопрос, действительно ли немецкие авто уже не те. Итак, давайте начнем немного со статистики. Всем известно, что Германия – это автомобильная страна. Сколько зарегистрировано автомобилей в Германии? Знаешь цифры? Ну, вообще начнем с того, сколько человек живет в Германии. По официальным данным, на 2024 год в Германии проживает 85 миллионов человек. И по статистике, каждый второй немец имеет автомобиль. Поэтому в Германии примерно 41 миллион зарегистрированных автомобилей. И какие все-таки марки преобладают на немецком рынке? Ну, конечно же, немецкие. Немецкие марки преобладают. Это Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes. А что ты скажешь по поводу электроавто? Они набирают популярность? Да, конечно. Они набирают популярность, и в Германии были специальные программы, которые сегодня отменили. Они поддерживали покупателей электроавтомобилей. Это было такое Stadtförderung. И платили, например, за электрокар до 9 тысяч евро. И в среднем 4500 евро за гибрид и за все остальные модели. И год к году, конечно же, эти цифры увеличиваются. Все становится больше и больше электромобилей. Также разрастается сеть электрическая для зарядки автомобилей. И их все, которые держат, например, АЗС, их обязали, чтобы они тоже делали заправочные станции, зарядочные станции, точнее, для электромобилей. И я наблюдаю эту картину, и их становится действительно больше. То есть немцы все-таки поддерживают отечественного производителя, можно сказать, да? Да. Хорошо, а есть ли какая-то разница по регионам? Вот мы переехали, например, из Нижней Саксонии в Баден-Вюртемберг. Я, например, разницу вижу колоссальную в том, на каких авто ездят здесь жители. Конечно, это от региона к региону. Например, на севере у нас там преобладает Volkswagen, потому что там штаб-квартира Volkswagen находится в городе Вольсбург. Да, если мы возьмем, например, Баварию, там будут преобладать BMW и Audi. Если мы возьмем Баден-Вюртемберг, здесь будут Mercedes и Porsche. Когда мы только переехали в Германию, мы переехали в Нижнюю Саксонию, я очень удивилась, когда на дорогах было 90% Volkswagen. Это прям очень заметно. Припаркованные ездят на дорогах. Прям Да. Колоссальная разница. Автомобили на душу населения находятся в Вольсбурге. И, конечно же, это все Volkswagen. Хорошо. А поделись, пожалуйста, своим мнением или наблюдением, почему немцы все-таки не ездят на люксовых авто. Конечно, встречается, есть кто ездит на очень дорогих автомобилях. Но в целом, я бы сказала, они предпочитают более бюджетные марки, бюджетный класс автомобилей, либо средний класс. Но в целом немцы не любят показывать свое богатство и достаток. Они очень, в принципе, скромно живут. И люксовые модели у них вообще не в приоритете. Это если сравнивать с нашими странами, где люди, например, купят последнюю Бэху или Мерс, ездить будут на лысой резине, или там живут там в однушке и купят последний iPhone Pro Max, то, конечно, немцы в этом плане совсем по-другому относятся к себе и к финансам. И что касается автомобилей, то же самое. Конечно же, есть и другая сторона, это все-таки расходы на люксовые автомобили, такие как Mercedes, BMW, Porsche и все остальные. Они сложнее по конструкции намного, и, конечно же, они сложнее в обслуживании и, соответственно, дороже. Поэтому страховка на них тоже намного дороже стоит. Ну и в целом, конечно, никто не хочет делать так, чтобы сосед тебе завидовал, что у тебя классная Бэха, а у него простой Volkswagen. Ну вот смотри, ты уже 11 лет в Германии в той или иной степени связал свою жизнь с автомобилями. И по работе, это твоего хобби. Скажи, пожалуйста, ты одно время работал установкой, настройкой 3D-роботов на автомобильных заводах в Германии. Что из себя представляют автомобильные заводы? Ну, занимался, да, роботы, которые делают 3D-сканирование.
Заводы, в принципе, представляют собой, я объездил почти все заводы, был и на BMW, и на Porsche, и на Audi, и, конечно же, на Volkswagen. В принципе, они очень хорошо модернизированы, сборочные цеха, там очень много роботов производят сборку, где примерно 90% производит робот, и только 10% там работает человек. Есть определенные сферы, где полноценно робот еще не может их заменить, и в принципе, наверное, не хотят этого делать, да и не могут из-за различных юридических препятствий. В целом заводы в Германии очень хорошо модернизированы, их очень много на самом деле. Очень много фирм, которые занимаются обеспечением самих заводов, так называемые Zulieferer фирмы. И их тоже очень много, они тоже оборудованы по последнему слову техники. На Volkswagen, например, там даже ездят автономные роботы, которые подвозят запчасти для сборки и все остальное. Ну, на самом деле это очень круто выглядит. Также там на заводе Porsche есть у них музей рядом, и где они продают машины, и он же самый музей. В Volkswagen есть Autostadt в Вольсбурге. Это самый крутой музей, в котором я в принципе был, и я там был уже раз 7, наверное. И они каждый год там обновляют автомобили. И действительно там чувствуется любовь. Любовь к автомобилям, где, наверное, в мире больше нигде не видел такого, как в Германии. У них есть, у каждого завода есть свой музей BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Volkswagen. И что хорошо в музее Volkswagen, что там, конечно же, собраны все модели от Volkswagen Auto Group. Это и Bugatti, это и Lamborghini, это и Volkswagen и все остальное. Там очень круто, есть на что посмотреть, и даже с детьми. И когда к нам приезжают гости, мы, наверное, в первую очередь всех ведем в музей Volkswagen. Да, кто не был. Интересно. Мой друг Рома как-то сказал. Лучше потраченные 15 евро на тот момент. Которые не жалко было за 15 евро, да, заплатить за посещение этого автоштата. Я бы хотела добавить еще по поводу автомобильных заводов в Германии. Как ты сказал, при них очень много автомобильных музеев, где можно провести целый день, рассматривая различные экземпляры. Также каждый завод представляет из себя иногда целое произведение искусства. Они снимаются и появляются в некоторых кадрах из фильмов. Например, завод Volkswagen неоднократно был замечен в фильме «Миссия невыполнима» или «Агент 007». Также автомобильный завод в Вольсбурге сейчас занимает почетное место в книге рекордов Гиннесса как самый большой автомобильный завод в мире. И теперь главный вопрос, который сейчас очень много волнует, сейчас в интернете очень много видео, где сравнивают немецкие авто, китайские авто, показывая, что едет китайский автомобиль, и в нем ничего просто не дрогнет, и тут едут немецкие автомобили, у которых подвеска, скажем так, работает не так, как некоторые себе представляют. Вот как ты думаешь, есть ли будущее у китайских авто, и насколько правдивы все эти видео? Да, ты, кстати, сказала по поводу самого большого завода в мире, да, Volkswagen. Кто был на заводе Volkswagen, даже не может себе представить, каких размеров этот завод. Там внутри завода, на его территории ездит автобус, там есть остановки, там есть даже светофоры. Это маленький город, можно сказать. Ну, не маленький, это вот город, большой город. Площадь у него 6,9 квадратных километров. Новый завод Китая, BYD, который строится, там 129. Конечно же, китайский автопром в будущем, наверное, мы не сможем сбросить со счетов, скажем так. Но действительно ли это все так инновационно? И здесь я покажу вам видео, в которых я немножко разбираю также последние очень спорные моменты. Это архивное видео фирмы Bosch, расположенной в Германии. Здесь Mercedes T2 полностью автономно ездит. Это видео датировано 1993 годом. Автомобиль полностью сам разгоняется, тормозит, рулит, перестраивается. Здесь они предлагают свою навигацию, где можно просто ввести свой адрес, который вам необходимо, и автомобиль доставит вас туда без всяких вопросов. Навигация происходит с помощью различных камер. Здесь они насчитывают бордюры и разметку по тем же алгоритмам, по которым сделан автопилот сегодня у Теслы и у других машин, например, Volkswagen, Mercedes, BMW.
Также мы видим, как автомобиль едет 90 км в час по автобану и перестраивается, и меняет полосу. Тоже без всяких проблем. Здесь крутой поворот, в который автомобиль въезжает, и тоже без особых проблем. Напоминаю, 93 год. Следующий у нас сюжет. Это фирма Boss, которая представила в 2004 году свой прототип на базе Lexus электромагнитной подвески, которая, видите, очень хорошо работает. Это то, что сейчас предлагают нам под видом инноваций продать китайцы. Также эта подвеска умела прыгать абсолютно без каких-либо отличий от сегодняшних китайцев. Напоминаю, разница 2004 год и 2025. Следующее видео у нас будет показан Mercedes 222 S-класс. Этому видео уже 12 лет. Долгое время Mercedes выпускал эту электромагнитную подвеску, основанную на считывании дорожного полотна, и приспосабливалась к покрытию подвеска. Здесь же у нас Porsche 911 Hybrid Evo. В Нюрбургрингене он проехал за 5 минут 19 секунд в далеком 2018 году. Вес автомобиля 888 килограмм. Рекорд до сих пор не побит и никогда не будет побит китайским автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Это консистенция мощности и инноваций, которая предлагает сегодня Германия. Вот, если вы посмотрели это видео только что, эти пару секунд, где я все объяснил, то там видно, конечно же, что все, что используют сегодня китайские автомобили, это уже давным-давно было изобретено в Германии, это было давным-давно изобретено в Америке и в других странах. Никакой инновации тут нету, просто хороший пиар и не более того. Всегда у меня возникает вопрос, дешевая ли машина, дешевый ли китайский автомобиль? Конечно же, тоже нет. И если у меня стоит вопрос взять, например, ту же машину европейскую, даже не обязательно немецкую, возьмем европейскую, да, или взять китайскую, я возьму европейскую, потому что это как было с моим телефоном. Однажды у меня был iPhone 10, у которого сломался тачскрин. И после этого iPhone 10 5 айфонов я не покупал. У меня был реально Samsung, и потом долгое время был Xiaomi. И Xiaomi, если вы возьмете его в руки, в принципе, очень хороший телефон был. Там система даже лучше, чем в iPhone, на мой взгляд. Но там есть куча других минусов. Но почему еще можно было его купить и раздумывать под покупки? Потому что он стоил на то время до 200 евро. Терся я его без чехла, носил без ничего. Да? Когда я уже другой телефон хотел купить, конечно же, я не покупал китайский телефон, а взял брендовый iPhone, потому что цена, качество уже не соответствовала. Также в этом случае у нас и с китайскими автомобилями. Мне не нужен китайский автомобиль за 50 тысяч евро. Мне не нужен китайский автомобиль за 40 тысяч евро, каким бы он хорошим ни был. Также есть, если мы рассмотрим все эти плюсы и минусы, то у нас нет никаких доказательств того, что эта машина действительно хорошая по качеству. Они не выступают в гонках, они не проезжают 24 часа Ле-Мана и другое. Ты заметил ли на дорогах в Германии китайские автомобили? Как немцы к ним относятся, по твоему мнению? Ведь сейчас многие на рынке. Да, здесь, в принципе, рынок Европы и Германии заходить китайским автомобилем очень сложно, потому что европейцы не хотят этого. Они заходят, как я уже рассказывал, через различных сателлитов. То есть они покупают почти обанкротившуюся европейскую фирму, такую как Volvo, такую как MG, и на их основе они делают свои китайские автомобили и продают под брендом. То есть это Polestar, это Volvo, это MG, у которых очень много. И MG, если ты покупаешь, они даже там пишут в объявлении, если вы покупаете у нас машину, вы получаете сертификат на заправку на 3000 евро. Это, в принципе, очень неплохое подспорье. Но опять-таки, когда я рассмотрю эту машину, она внутри прям не очень-то и крутая, скажем так. И разница в районе 5-10 тысяч евро с европейским автомобилем. Для меня этот, конечно, вопрос остается на самом деле закрытым. Покупать ли мне китайскую машину или ездить дальше на европейской? Спасибо за твой ответ. И последний вопрос. Действительно ли немецкие авто уже не такие, как раньше, уже не те? Твой взгляд?
Ну, мне очень нравится. Да, это действительно так. Последние лет 10 назад очень была большая проблема с качеством автомобилей, но последние автомобили, которые выходят сегодня, они обладают очень хорошим качеством. Даже Volkswagen, у которого были проблемы с двигателями, с цепями и так далее, и с поршнями, они все эти проблемы пофиксили, они все-таки возвращаются к своему качеству. Вот у меня на столе здесь стоят некоторые автомобили, это Porsche 911 и 850 BMW. И можно сказать так, да, что человек, особенно мужчина, парень, он мечтает всегда о Porsche, о Бэхе. Никто не мечтает о Зикере, о какой-нибудь там Джиле, о BYD. Все равно эти автомобили, они остаются мечтой многих, потому что последний Porsche, 911 Porsche, GT3 RS, BMW, к примеру, M8, M4, M3, да, любую возьми, Mercedes GTA и все остальные модели, это просто произведение искусства, люди на них молятся, это мечта миллионов остается. И, конечно же, те они или не те, но они остаются мечтой миллионов, потому что это превосходные автомобили. И, конечно же, Китай не скоро догонит в этом плане. Да, они делают какие-то интересные вещи. Если мы разберем это в долгосрочной перспективе, у меня есть очень много знакомых и друзей, которые работают в разработке на немецких заводах. Я вам так скажу, что разработок у Volkswagen настолько много, что они лежат уже 20-летиями. И также и про дизайн можем сказать, что у них гольфов есть дизайнов еще на 50 лет вперед. Они могут их просто брать и доставать из полки и ложить сюда. О, класс, сегодня мы будем выпускать дизайн, который был нарисован, изобретен 10 лет назад. Да, 10-20 лет назад. И у них очень много таких прототипов и всего остального. На самом деле догнать Германию либо Европу в этом плане, конечно же, в принципе нереально. А в автоспорте так и вообще невозможно. Да, китайцы делают неплохие модели, которые электрические, но что касается двигателей внутреннего сгорания, у них они далеко-далеко позади, далеко. И когда они их нагонят, да, и всегда есть такие машины, те же Porsche, те же Ferrari, те же Mercedes, у которых моторы, сами моторы, это просто произведение искусства, и того качества достигнуть, ну, наверное, у них не скоро получится. Я знаю, ты можешь часами говорить об автомобилях. Наверное, мы сделаем обязательно еще несколько видео на эту тему, более подробных. Спасибо большое за то, что были с нами и смотрели наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте ваши вопросы в комментариях. Всем пока! Пока!